Гальбрена известна как убийца Тассета Раздор, а среди некоторых как демон мороженого. Ее история началась задолго до того, как появилось это имя. Когда-то она была девушкой по имени Анджел, рожденная в объятиях света и пламени. С самого детства в ней проснулась невероятная сила, резонанс, который выделил ее среди всех. В Септимонте, где уважали только тех, кто мог защитить себя, Анджел быстро поняла, доброта ничего не значит без силы. Она тренировалась неустанно, день за днем, пока наконец не победила всех соперников на испытании посвященных, доказав, что может контролировать свое пламя. Но за победой пришел вопрос, от которого она так и не смогла избавиться. Почему именно она? Почему сила досталась ей, а не тем, кто тоже боролся и страдал? Этот вопрос преследовал ее до самого момента, когда судьба изменила все. Столкнувшись с ужасом Тассетов Раздора, Анджи заключила отчаянную сделку с демоном по имени Химера. Отдала собственную частоту в обмен на силу, способную противостоять чудовищам. С той минуты имя Анджи исчезло, на его месте появилась Гальбрена. В отличие от других охотников, она никогда не приносила доказательства своих побед. Ни ядер, ни трофеев. Только слова. И когда ей не верили, она показывала правду. Из ее правой руки появлялось существо, некогда поверженное ею самой. Вопящая легион. Диссонанс, подражающий человеческим голосам, чтобы заманивать и убивать. Одного его появления хватало, чтобы заставить любого замолчать. Для большинства она была пугающим существом, смесью человека и демона. Но те, кто сражались рядом, видели другое. Человека, который под маской холодного безразличия все еще держался за остатки человечности. После боя ее часто можно было увидеть в баре, тихо сидящей с любимым напитком, черничным молочным коктейлем. Этот простой факт породил странное прозвище, которое за ней закрепилось – демон мороженого. Хотя ее охота была жестокой, ими не двигала жестокость. Со временем Гальбрена поняла, что демоны рождаются не только из бездны. Они возникают из человеческих эмоций, зависти, алчности, отчаяния. Однажды она обнаружила город, жители которого вырезали чужие частоты в надежде обрести бессмертие. Осознав, что их монструозность была рождена людьми, она сожгла город дотла. Для нее это не было местью, лишь необходимым очищением. Одной из самых известных битв стала схватка с Дулаханом, безголовым рыцарем. Тассет Раздора столь мощный, что даже темный прилив обходил его стороной. Гальбрена сразилась с ним в одиночку. Когда силы покидали ее, она не отступила. В последний миг она бросилась в пустые доспехи чудовища и воспламенила их изнутри. Когда пламя погасло, Дулахан исчез, но вместе с ним исчезла и прежняя Гальбрена. Его сила смешалась с ее кровью, даровав ей регенерацию и почти бессмертие. С того дня ее прозвали бессмертной демоном пламени. Но бессмертие не принесло покоя. Гальбрена продолжала охоту, переходя из города в город, уничтожая всякий след искаженной частоты. Она поняла простую истину. Грань между человеком и монстром тоньше, чем кажется. Иногда самые странные демоны рождаются в человеческих сердцах. Все же она не нарушила клятву. Сражалась, чтобы другие не пережили ту же трагедию, что и она. Те, кто видели ее, говорят о горячих крыльях, пронзительном взгляде и тишине, от которой даже демоны замирают. Для одних она спасительница, для других проклятие. Но одно известно точно: охота Гальбрены никогда не закончится.
Она сражается не ради славы и не ради искупления, а чтобы никогда больше не потерять все из-за силы, которую не смогла контролировать.